Тибет. Загадочная, мистическая страна, непостижимая таинственная Шамбала. Где-то в его недоступных пещерах хранятся тайные знания древних, веками медитируют просветленные йоги. В Тибете находится священная для миллионов людей гора Кайлас, привлекающая пилигримов со всех уголков нашей планеты. Кайлас – это мифическая гора Меру, место пребывания Шивы, обитель буддийского божества Чакрасамвары, центр мира, через который проходит ось мироздания. Именно так представлялся мне всегда этот таинственный уголок нашей планеты, который многие называют крышей мира. И вот, после длительных многолетних сборов я стал счастливым участником группы из 8 человек, решивших по разным причинам приобщиться к великим тибетским святыням, и в конце апреля 2019 года наше путешествие началось. Свой путь в Тибет мы начали с ультрасовременного китайского мегаполиса Гуанчжоу, расположенного на юго-востоке Поднебесной. Такова уж была нить нашего путешествия, что сначала мы пересекли по воздуху весь Китай, чтобы потом лететь в обратном направлении в Лхасу. В соответствии с программой, в Гуанчжоу у нас был свободный день. Разместившись в отеле, мы поменяли свои доллары на юани и направились в центр города. Как, наверное, и все сейчас в Поднебесной, Гуанчжоу поражает своими гигантскими масштабами. Все в этом городе говорит о китайском экономическом рывке. Конечно, мне было хорошо известно, что Гуанчжоу – гигантский мегаполис, однако увидеть все это вживую все равно было большим сюрпризом. В центре города перед нами предстал завораживающий строй сверкающих стеклом огромных небоскребов. Помимо небоскребов, весьма впечатляет здание оперы, спроектированное Захой Хадид, а также невообразимых размеров подземный фудкорт. Впрочем, не буду продолжать, поскольку тема этого видео совсем другая. Первым делом в Тибете мы направились не в его столицу Лхасу, а в находящуюся в 137 километрах от нее небольшую деревеньку по имени Самье, расположенную на 100 метров ниже. Знаменит этот населенный пункт тем, что возник он вокруг самого древнего буддийского монастыря Тибета, собственно и давшего ему свое название. Деревеньку вполне можно назвать захолустной, и один из участников нашей группы метко окрестил ее автостанцией. Поселившись в очень аскетичном монастырском гестхаусе и отужинав в не менее аскетичной монастырской столовой, мы отправились в нашу первую радиалку на одну из 5 священных гор Тибета – Хепари. Нужно сказать, что первый подъем не показался мне легким. По всей видимости, ощущались последствия резкого набора высоты. Известно, что в горе Хепари великий учитель Тибета Падмасамбхава в свое время заточил демонов. Фактически мы оказались на месте действия одной из главных тибетских историй, что, в общем, весьма впечатляло. Наверху нас ожидало бесчисленное количество молитвенных флажков лунгтом, художественно трепетавших на сильном ветре. Сверху открывался прекрасный вид на построенный в форме мандалы монастырь Самье, посещение которого было запланировано на следующий день. Ночью я, как и многие участники нашей группы, мучился от сильной головной боли, которая хоть и значительно уменьшилась в районе 4 часов утра, однако преследовала меня еще как минимум полдня.
На следующий день, сопровождаемые остатками ночной головной боли, мы отправились в самый древний буддийский монастырь Тибета, построенный в 8 веке Самье Гомпу, или Самье, что в переводе с тибетского означает «неизмеримый». Монастырь построен в форме мандалы по образцу индийского монастыря Анантапури, и это единственное сооружение подобного рода в Тибете. Прямо на входе нас встретила большая белая печь, в которой монах сжег можжевельник. Дым из этой печи живописно разливался по округе. Архитектура всего комплекса сочетает индийские, тибетские и китайские элементы. По сторонам от основного храма расположены 8 малых храмов, 4 из которых посвящены бодхисаттвам – Авалокитешваре, Арьяпале, Манджушри и Майтрее. Также с 4 сторон стоят большие ступы, а вдоль стены располагаются 108 малых ступ. После небольшого рассказа нашего гида Риксана мы отправились в главный храм монастыря, в котором шла утренняя служба. Внутри храма нас встретила длинная анфилада скудно освещенных комнат, оформленных в аутентичной буддийской эстетике, предполагающей наличие большого количества текстиля, много мерцающих светильников на ячьем масле и неимоверное количество настенных росписей. Помимо этого, в храме фантастическое количество изваяний бодхисаттв, Будд, Далай-лам и прочих персонажей буддийского пантеона. Известно, что в конце 8 века здесь состоялся знаменитый диспут между буддийскими учеными из Индии и их коллегами из Китая. Индийцы одержали верх, и с тех пор по указу царя Тисонга Дэцена традиция Махаяны стала главенствующей в Тибете. Во время культурной революции монастырь Самье, как и другие монастыри, был осквернен и разграблен. Множество драгоценных реликвий было уничтожено. Монастырь прекратил свое существование и был частично восстановлен лишь к концу 80-х годов прошлого века. Миновав очередную анфиладу из комнат, мы остановились около большого плоского камня, на котором, по словам Риксанга, растирали кости бодхисаттв после небесных похорон. Сообщив, что поскольку покой на нем обрели 500 бодхисаттв, камень имеет целебные свойства, Риксан предложил полечить нас с его помощью, и мы воспользовались столь заманчивым предложением. В тот же день после обеда нас ждала Лхаса, столица Тибета. В Лхасе мы первым делом направились в старый город. Преодолев несколько замысловатых колен пестрых, кипящих торговой стихией переулков, мы оказались на площади Баркор перед первым буддийским храмом Тибета Джакангом. Жизнь в исторической части тибетской столицы концентрируется вокруг этого храма. Бесчисленное множество паломников со всего Тибета идет вокруг него бесконечную кору, и многие совершают простирание, измеряя своими телами пройденный путь. Перед самим храмом устроена специальная площадка для простираний. Также на площади перед храмом происходят многочисленные красочные фотосессии с участием китайских туристов. За небольшую плату мы зашли в храм. Внутри было гораздо менее многолюдно, а во внутреннем дворе получаются неплохие фотографии. Известно, что храм Джаканг начал строить легендарный царь Тибета Цангцен Гампо в 639 году на месте небольшого озера. По монаршему указу озеро осушили,
Построили храмы вокруг возлегли ступы и монастыри. Во время культурной революции храм был разорен, но впоследствии восстановлен. Выйдя из храма, мы влились в поток верующих и тоже прошли гору по часовой стрелке. Все первые этажи домов по пути нашего следования, как, впрочем, и во всем старом городе, заняты магазинами, торгующими преимущественно буддийской атрибутикой и разнообразными украшениями. Всего этого очень много, однако, присмотревшись, понимаешь, что везде практически одно и то же. Повсюду стоит не очень приятный запах ячьего масла разной степени прогорклости, к которому к тому времени мы еще недостаточно привыкли. Вечером мы некоторое время ходили по городу, а потом фотографировали Патталу из парка. Нужно сказать, что дворец великолепен в любое время суток. Несмотря на то, что каждый Далай-лама, начиная с 6-го, пристраивал к нему свой кусочек, форма его весьма гармонична. Почти напротив дворца китайцы вырыли живописный пруд с пагодой в китайском стиле, разрушив тем самым аутентичный аскетизм окружающего его пространства. Однако отражение Патталы в зеркале этого пруда поистине прекрасно. Утром 29 апреля мы отправились на экскурсию в являющийся символом Тибета легендарный дворец Патталы. На входе нас встретила огромная коленчатая, как в аэропорту, очередь. В начале ее первого сегмента был металлодетектор, а в его конце – проверка паспортов и билетов. В его нынешнем виде дворец начали строить в 1645 году по инициативе Далай-ламы V. В грандиозном строительстве принимали участие лучшие мастера того времени из Тибета, Непала и Китая. В 1648 году был завершен Белый дворец Патранг-Карпо, и Паттала стала использоваться как зимняя резиденция Далай-ламы. Красный дворец Патранг-Марпо был достроен между 1690 и 1694 годами. Нам довелось побывать только в красной части дворца, поскольку в белую часть, по словам нашего гида Александра, не пускают. После недлительного, но томительного ожидания, в течение которого мы сделали внушительное количество фотографий, впечатляющих видов этого замечательного архитектурного творения, мы наконец зашли внутрь.
Внутри мне категорически запретили снимать, поэтому несколько фотографий я взял из интернета. Изнутри дворец впечатляет ничуть не меньше, чем снаружи. По сути, это гигантское сооружение представляет собой немыслимый лабиринт ходов и затейливо декорированных относительно небольших залов или храмов на разных уровнях, посвященных Буддам, Бодхисаттвам, Далай-ламам и прочим участникам буддийского пантеона. Сегодня Паттала одновременно и музей, и место паломничества буддистов. Ввиду огромной культурной, религиозной, художественной, исторической значимости дворец внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С Патталы, переполненные впечатлениями, мы пешком отправились на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на дворец. На площадке было весьма оживленно и тесно. Добавила общей сутолоки китайская свадьба с фотографом, которых здесь немало. В целом было весело. Завершив фотосессии, мы поехали в летнюю резиденцию 14-го Далай-ламы Нарбулинку. Можно сказать, резиденция не настолько интересна, как, например, Паттала или храм Джакан. Тем не менее, Нарбулинка – самый большой высокорасположенный искусственный парк в мире, занимающий территорию 14,5 гектаров. Парк делится на 3 части – преддворцовую, дворцовую и лесопарковую. Всего в нем насчитывается 400 сооружений. Мы посетили построенный в 1956 году новый дворец. Снаружи он выглядит вполне по-тибетски, двухэтажное строение под плоской крышей. Однако внутри есть туалеты и ванная. Вечером мы опять гуляли по старому городу. Утром 30 апреля, то есть на 5-й день нашего путешествия, мы сели в автобус и отправились на экскурсию и одновременно в своего рода радиалку в знаменитый пещерный монастырь Дракьерпа, расположенный на расстоянии примерно 35 километров от Лхасы на высоте 4885 метров. По дороге мы преодолели небольшой украшенный флажками перевал, на котором наш водитель кричал в открытое окно: Около часа по извилистому горному серпантину, и мы на месте, в точке начала подъема к монастырю. Сам монастырь, как и большинство местных культурно-исторических объектов, вошедших в нашу экскурсионную программу, весьма впечатляет. Он включает храм и ряд древних пещер для медитации, которые представляют собой весьма живописные строения, прилепившиеся к крутому склону высокой горы. Мы забрались наверх к пещерам. Вид, открывающийся оттуда, как и само место, фантастически красивый и весьма необычный. Было жарко, при этом ощущалась высота, дающая о себе знать легкой одышкой. Считается, что именно здесь расположены самые древние места для медитации, некоторые из которых относятся еще к добуддийским временам. Наиболее известными среди них являются те, что связаны с именем отца тибетской нации, царя Сангцена Гампо. Также здесь медитировал и практиковал йогу великий учитель Тибета Падмасамбхава. В связи с этим монастырь стал одним из главных центров медитации Центрального Тибета. Помимо нашей группы здесь было всего несколько паломников-тибетцев, но по словам нашего гида, в сезон количество паломников сильно возрастает. В годы культурной революции монастырь был разграблен, однако через несколько лет его восстановили.
Сейчас здесь живут несколько монахов, которые поддерживают его в надлежащем состоянии. По очереди мы обошли все доступные в тот момент пещеры. Почти все почувствовали в них сильную энергетику, особенно в пещере Падмасамбхавы. Это пещера Падмасамбхавы, как я себе говорю. Вот тут сидел великий отшельник, великий подвижник Тибета. Вот там даже пещера. Напротив монастыря расположена небольшая гора, на которой белыми камнями выложена огромная надпись «Ом Мани Падме Хум», не попавшая в кадр. Там же находилось небольшое стадо яков. Мы совершили вокруг вершины этой горы Кору, спустились к автобусу и поехали назад в Лхасу. Вечером часть нашей небольшой группы смотрела основанное на реальном историческом событии замечательное шоу, посвященное приезду в VII веке в Тибет и последующему замужеству китайской принцессы Вэньчжэн. Сама история такова. В VII веке нашей эры в Тибете располагалось царство Туфань. Правитель Туфани, благодаря своему мудрому управлению, превратил царство в могущественную державу. Для того, чтобы установить дружественные отношения с Китаем, Сангцен Гампо решил заключить брак с принцессой Китая Вэньчжэн. Нелегкому пути героической принцессы на крышу мира и посвящено это шоу. Представление поражает своим размахом. В нем задействовано небывалое количество актеров. Огромные декорации выезжают на вписанную в природный ландшафт сцену под открытым небом. Поражают воображение великолепные костюмы актеров, световые и прочие эффекты.
Все действо сопровождается титрами на 3 языках. По завершению представления можно выйти на сцену и сфотографироваться с главными действующими лицами. На этом наш насыщенный впечатлениями уже 2-й день в столице Тибета завершился, и мы, как говорится в таких случаях усталые, но довольные, вернулись в отель. 1 мая, то есть на 6-й день нашего путешествия, мы покинули Лхасу и отправились в Гьянци, 3-й по величине город Тибета. Наш путь лежал через расположенный относительно недалеко перевал Камбала. Высота этого перевала 4794 метра. С перевала открывается потрясающий вид на сверкающее бирюзой священное озеро Ямдрок-Цо. Озеро расположено на высоте 4488 метров. Его протяженность более 73 километров, площадь 621 квадратный километр. Озеро очень почитается, и его считают талисманом Тибета. По преданию, когда воды озера высохнут, Тибет станет необитаемым. Сделав фотографии, мы спустились вниз, поехали вдоль берега и через некоторое время сделали еще одну фотоостановку. Здесь силами местных жителей также все было оборудовано для фотосессий туристов. На немного выдающихся в воду своего рода постаментах стояли изобретательно декорированные яки, сидя на которых туристам предлагали сфотографироваться. Не сказать, чтобы от желающих не было отбоя, но процесс все-таки шел. Далее наша дорога лежала через еще один перевал Карола, находящийся на высоте 5045 метров. Перевал интересен тем, что над ним буквально нависает исполинский ледник-семитысячника Намзинканг. На перевале мы сделали фотографии и теперь уже напрямую поехали в Гьянци. После ужина, уже вечером, мы ходили в закрытую крепость Гьянцзи-Дзонг. Закономерным образом проникнуть внутрь не удалось, и мы вернулись в отель. Утром 2 мая мы направились в монастырь Пилкор-Чоде, в котором находится знаменитая ступа Кумбум. И ступа, и монастырь уникальны тем, что практически не пострадали во время культурной революции. Монастырь представляет собой комплекс из 15 храмов 3 различных традиций, что считается редкостью для тибетского буддизма. Также мы осмотрели самую большую ступу центрального Тибета Кумбум. В ней 5 этажей, множество комнат, статуй и алтарей. При этом верхний этаж был на ремонте. На входе мы заплатили по 10 юаней за съемку, однако снимать внутри оказалось практически нечего. Кроме того, освещение оставляло желать лучшего.
Затем мы ходили в старую деревню, где познакомились с бытом местного населения, а после поднимались на горку, откуда открывался прекрасный вид на монастырь. Вот тут такие домики, ну, явно новодельные, но в таком традиционном тибетском стиле. Так все красивенько. А китайцы посадили. Утром 3 мая мы отправились в знаменитый монастырь Ташилунпо, основанный в 1447 году. Интересно, что в переводе с тибетского название монастыря означает «все счастье и благополучие собраны тут». На территории монастыря расположен крупнейший храм Будды будущего Майтреи, а в храме самая большая в Тибете его статуя. Основан монастырь Гиндуном Дукпой, которого после смерти признали первым Далай-ламой. Монастырь является крупнейшим в Тибете и весьма впечатляет своими размерами. По главной монастырской улице мы поднялись к храму. Сама статуя поистине огромна, ее высота 26 метров. Считается, что на ее изготовление ушло 279 килограммов золота, почти столько же серебра, 116 тонн бронзы, более 40 алмазов и 1000 жемчужин. Однако меня впечатлил не ее размер, а выражение лица Будды. На этом огромном лице было выражение глубокого спокойствия и отрешенности. Так, во всяком случае, мне тогда показалось. Бесконечный поток паломников, в котором мы шли, передвигается из одного храма в другой, повинуясь какому-то неведомому мне алгоритму. Все храмы оформлены в единой эстетике. Различия есть в их размерах и внутреннем наполнении. В одном из залов хором пели монахи. Около входа в один из храмов навалом лежали красные национальные тибетские сапожки. Все примерно одного фасона. Уже к концу нашей экскурсии мы оказались в одном весьма живописном внутреннем дворике.
По завершению осмотра мы, по предложению Риксанга, решили совершить кору вокруг монастыря. Тропа для коры вполне неплохо оборудована. В начале пути, а также примерно в его середине, паломников встречают гостеприимные лавки и лотки, предлагающие различные напитки и снеки. Вдоль всей довольно длинной тропы установлены молитвенные барабаны, а также изредка встречаются алтари и печки. Также на коре нам встретилось большое количество домашних животных – коз, овец и собак, которые, по словам Риксанга, никому не принадлежат. Разморенные собаки спят в тени, а овцы и козы объедают скудную растительность на склоне горы. Выйдя с коры, мы прошли старый рынок, на котором ничего не купили, и направились в находящийся неподалеку очень неплохой непальский ресторан. А это колокольчик? Да? Я думаю, что в стакане только. После обеда мы направились в район Эвереста, в селение Тингри. Наш путь лежал по пустынному, слегка однообразному плато. После очередного пропускного пункта мы съехали с шоссе Дружбы и повернули на трассу, ведущую в Непал. Рано утром мы надели пуховики, термобелье и прочие зимние вещи и направились в сторону базового лагеря Эвереста. Миновав 2 пропускных пункта, на одном из которых проверяли наши паспорта, сверяя их непосредственно с личностями, а затем замысловатый серпантин, мы прибыли на перевал Гяула. Обычно с этого перевала открывается прекрасный вид на Гималаи, и в частности на Эверест. Нам, однако, не повезло с погодой. Все прекрасные виды оказались закрытыми несколькими слоями совершенно неуместных в этот момент облаков. А весь и без того невыразительный окружающий ландшафт предстал перед нами в серо-коричневых тонах. Прибыв на место, мы первым делом направились в монастырь Ронгбук. Этот монастырь уникален тем, что расположен он на высоте 5000 метров и является самым высокогорным монастырем в мире, а также он одновременно мужской и женский. Во время культурной революции в 1974 году монастырь был полностью разрушен, а в 1984 году началось его восстановление. В 2011 году монастырь Ранбук занял первое место в составленном компанией CNN списке великих мест для отшельников.
Осмотрев монастырь, мы направились в сторону базового лагеря. Нужно сказать, что китайские власти закрыли базовый лагерь для посетителей под предлогом того, что на Эвересте нужно убирать мусор. Дойти здесь можно до каменной стелы с соответствующими надписями на нескольких языках. Подразумевается, что, сделав фотографию этой стелы, туристы удовлетворятся и отбудут дальше по пути своего следования. Собственно, так все и происходит. По слежавшемуся и изрядно подтаявшему снежку можно еще пройти немного дальше, на 100-150 метров, но не более. Дальше нельзя. Ко всеобщему сожалению, Эверест нам так и не показался. Мы долго ждали около стелы, но неумолимые облака так и не рассеялись, и мы отправились в обратный путь, как говорится, несолоно хлебавши. Далее наш путь лежал в расположенный на высоте 4500 метров поселок Сагу, небольшой тибетский административный центр. По дороге мы остановились в очень аутентичном ресторане с не менее аутентичным внутренним убранством. Поначалу членов нашей группы испугал вид кухни, правда потом, отведав местных яств, все слегка расслабились. При всем устрашающем виде ресторана еда была относительно неплохой. Нужно сказать, что чем выше мы поднимались, тем неуклоннее понижался общий уровень заведений, составляющих местную туристическую инфраструктуру, что вполне понятно и объяснимо. В ресторане была широко представлена местная публика, с удовольствием шедшая на контакт. Правда, языковой барьер все же был. По дороге в Сагу мы остановились около сказочно красивого священного озера Пейкутсо, в ультрамариновом сверкающем зеркале которого множеством оттенков отражается как нигде высокий тибетский небосвод. Утром 5 мая нас вновь ждал долгий утомительный переезд до селения Парьянг, расположенного на легендарном озере Манасаравар или Мапам-Юмцо. По дороге мы остановились на перевале Маюмла, находящемся на высоте 5211 метров. Нужно сказать, что к этому времени все акклиматизационные процессы в наших организмах главным образом завершились, и высота 5200 никому из нас не принесла ощутимого дискомфорта. На перевале наш гид Риксанг с водителем натянули имевшиеся у них флажки Лунгтом, и мы продолжили свой по-настоящему долгий путь. Наконец, по курсу нашего следования из-за окружающих гор появилась долгожданная вершина горы Кайлас, и вся наша группа, изрядно укачанная длинной однообразной дорогой, заметно оживилась. Мы остановились, чтобы насладиться великолепным видом на озеро Манасаравар, пик Гурла-Мандата Химал, который мы видели как минимум последние 1,5 часа нашего пути, и гору Кайлас.
Еще немного, и наш автобус остановился у гестхауса на озере Манасаравар. Пейзаж, который открывается перед истомившимся машиной путником, превосходит все мыслимые ожидания. С одной стороны, в синих, подернутых рябью водах озера отражается пик Гурла Мандата Химал, с другой – величественный Кайлас. От взгляда на все это великолепие душа наполняется трепетом и неожиданным пафосом. По всей видимости, горняшка все-таки проявила себя таким образом. Известно, что легендарное озеро находится на высоте 4557 метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных озер в мире. Наряду с Кайласом Манасаравар также является местом паломничества. Вокруг него совершают коры, купаются в его священных водах, пьют его воду. На озере живут чайки, утки и еще какие-то водоплавающие птицы, оживляющие своими не весьма благозвучными криками описанный величественный ландшафт. Гестхаус на озере Манасаравар оказался первым по-настоящему дискомфортным жильем, в котором нам довелось ночевать в течение нашего путешествия. Комнаты, лишенные каких-либо намеков на удобство, такие как вешалки, тумбочки, рассчитаны на 4, а то и более человек. Свет подают только в определенные часы. Двери не запираются, на стене приклеена бумажка с примерно таким текстом: «Заботьтесь о ваших вещах сами, мы за них не отвечаем». Утром после ставшего уже вполне привычным стандартного тибетского завтрака мы направились в буддийский храм Чиу. Храм расположен на остроконечной, отдельно стоящей небольшой горе, вследствие чего выглядит весьма экзотично и оригинально. Уже издалека это место весьма впечатляет. Насколько я понял, храм по большей части закрыт, ввиду того, что сезон паломничества еще не начался, и служитель открыл его по просьбе нашего гида Риксанга. Внутри храма мы посетили пещеру, в которой медитировал гуру Ринпоче, или Падмасамбхава. В пещере все ощутили сильную энергетику, и некоторые члены нашей группы особенно выделили ее из всех предыдущих мест силы. После посещения храма мы походили по его окрестностям и сделали фотографии с прекрасными видами Кайласа, а также различными богато украшенными флажками, постройками религиозного назначения. Во второй половине дня мы направились в легендарный поселок Дарчен, расположенный практически у подножия Кайласа. Именно в Дарчене и начинаются коры вокруг священной горы. Сам поселок представляет собой одну широкую асфальтированную центральную улицу с тротуарами и разнообразными торговыми точками. От центральной улицы по сторонам идут неглубокие переулки, застроенные одноэтажными жилыми домами. Вечером мы переупаковали свои рюкзаки и легли спать, чтобы провести очередную беспокойную ночь, теперь уже в преддверии Коры. На Кору мы в компании наших веселых портеров выступили примерно в 8 часов утра. Думаю, здесь уместно будет сказать несколько слов о самом предмете нашей экспедиции Коре. Для такого типа туристов, как мы, Кора – это 3-дневный обход по часовой стрелке вокруг горы Кайлас протяженностью 53 километра. Наиболее трудным является второй день. В этот день паломники проходят перевал Дрол-Мала на высоте 5637 метров. Первый день считается самым простым. В этот день наш путь лежал мимо монастыря Чуку, линии Кагью, по долине реки Лхачу
и заканчивался в гестхаусе напротив монастыря Дирапук. Как и ожидалось, первый день Коры оказался не очень трудным. Крутых подъемов не было, погода была хорошей, пейзаж красивым, и в целом идти было приятно, а учитывая то, что перед нами периодически открывались прекрасные виды на Кайлас, первый день Коры оказался поистине замечательным. По дороге мы увидели знаменитый Кангни-Чартен, увенчанный ячьими рогами с большими колоколами внутри, а за ним действующее небесное кладбище. На всем протяжении пути на обочине тропы лежит не поддающееся счету количество камней разных размеров с высеченной на них мантрой «Ом Мани Падме Хум». Титаническое количество труда, который разными людьми был вложен в эти камни, невозможно даже вообразить. Кроме того, по пути нам несколько раз встречались забавные, как будто плюшевые сурки. Сурки смешно играли друг с другом, почти не обращая внимания на проходящих пилигримов. И на Кайлас. Гестхаус напротив монастыря Дирапук, в котором мы провели очередную беспокойную ночь, в целом мало отличается от аналогичного, например, на озере Манасаравар. Двухэтажное строение в форме буквы «П», комнаты, воплощающие в себе крайнюю степень аскетизма, кухня, в которой топится печка и раздают кипяток из термосов. Ночью почти всех нас мучила бессонница. Сказывалась высота. Проснулись мы рано, в 6 часов, чтобы выйти в 6:30, пока снег на перевале не растаял, не стало слишком скользко и не подул сильный ветер. Выступили мы в темноте, освещая свой путь налобными фонариками. Крутой подъем оказался ожидаемо трудным. Через некоторое время начало светать, и из темноты стал постепенно проявляться величественный силуэт Кайласа. Глядя на священную гору, мы уже в который раз вспомнили знаменитого исследователя и популяризатора Кайласа Эрнста Молдашева, в
в тот момент, когда он в одном из интервью говорит: Так это же пирамида. Огромная пирамида. Высшей точкой нашего трека был перевал Дрол-Мала, высота которого 5637 метров. Подъем происходит с переменной крутизной, и нам пришлось преодолеть 3 крутых участка. Помимо огромного количества флажков Флунгтом и белых шарфов, сам перевал никак не обозначен. Безусловно, красота, с которой встречается страждущий путник на перевале, весьма и весьма впечатляет. Когда солнце поднялось достаточно высоко и его золотые лучи осветили Кайлас, наши сердца замерли от дивной красоты места и уникальности момента. Похоже, горняшка все-таки сделала свое дело. Тибетцы верят, что с перевала начинается новая жизнь, и ветхие одежды сбрасываются подобно старому, отжившему свое время телу. Так и некоторые члены нашей группы привязали к растянутым на перевале флажкам Лунгтом ритуальные шарфы Кадак. Вопреки распространенному мнению, никакие галлюцинации членов нашей группы не посещали. Черных собак и сеток изомов не наблюдалось. Все прошло буднично и даже в некотором смысле разочаровывающе. После перевала тропа закономерным образом пошла вниз. Скалы, обрамляющие тропу, выглядят весьма необычно. Обращает на себя внимание знаменитый топор судьбы. Спуск оказался невероятно трудным. Тропа представляла собой хаотическое нагромождение камней с исключениями льда и снега. Преодолев крутой участок, теперь уже по почти ровной дороге, мы направились к монастырю Зутрулпук, где и располагался гестхаус, в котором нам предстояло провести ночь. Сам гестхаус можно назвать апофеозом дискомфорта. В нем всей нашей группе довелось провести очередную беспокойную ночь в одной небольшой комнате, хотя в данном случае всем было уже практически все равно. Выступили мы довольно рано, еще на рассвете. Ввиду того, что, как и в первый день Коры, наш путь не представлял особых сложностей, темп мы взяли достаточно быстрый и не уступали в скорости маленьким и шустрым портерам. Ничего особенного в этот день мы не увидели. Пейзаж был примерно таким же, что и в первый день Коры. Те же камни с мантрами у дороги, сурки, яки, простирающиеся паломники. Субъективно спуск воспринимался длиннее, чем заявлено в программе, хотя все гаджеты говорили об обратном. Поскольку шли мы быстро и практически без перерывов, на последних 3 километрах стала ощущаться усталость. В Дарчине Рексант назначил общий сбор в упоминавшемся уже русском ресторане на 2-м этаже. Стоит ли говорить, как невыразимо приятно было съесть яичницу, тарелку картошки с куркумой, выпить масала-чая, а главное, приятно расслабиться после такого замечательного завтрака. Собственно, на этом и закончилась наша Кора. Психологическое состояние, которое все испытали в этот момент, без преувеличения можно было назвать превосходным. После завтрака, который в определенном смысле можно было назвать и обедом, мы сделали групповое фото на фоне Кайласа, погрузились в уже ставший нам родным Форт Транзит и отправились в обратный путь. Далее все в обратном порядке. Украшенный флажками перевал Маюмла, бесконечная дорога в окружении описанного уже пейзажа, длинный берег реки Брахмапутры. Собственно, дальше описывать особенно нечего.
Слава богу, что переезд из Шигадзе в Лхасу оказался гораздо меньше 2 предыдущих. В Лхасе мы предались безудержной стихии шопинга. Несмотря на то, что предлагаемый в местных торговых точках ассортимент товаров не отличается разнообразием, а цены существенно выше, чем, например, в Непале, мы, тем не менее, сделали покупки. В основном это были бусы-четки, браслеты и прочая дребедень. Помимо этого, мы днем гуляли по старому городу. А вечером ходили фотографировать Патталу. Все это происходило на фоне кислородной эйфории. Не знаю почему, но во время ужина в непальском ресторане я вдруг небывало остро осознал одну из йога-сутр Патанджали. Авидья, невежество, появляется причиной всех остальных препятствий, будь то препятствие скрытое в процессе устранения, преодолеваемое или в полном проявлении. Тогда мне показалось, что я вдруг постиг ее глубинный смысл. До сих пор вспоминаю это чувство нахлынувшего озарения. Дальше было все в обратном порядке. Перелет в Гуанчжоу, ночь в отеле и 9-часовой перелет в Москву. Вот и все. На этом закончилось, пожалуй, самое интересное и самое волнительное мое путешествие.